Всем привет, дорогие друзья! Начинаю мое новое видео. И начну его сегодня с такого любопытного рассказа. Я немножко в шоке, отойти от него еще не могу, поэтому села на лавочку и решила записать для вас это видео. Что же происходит? Сегодня я проводила своих детей к родственникам. Мы купили заранее билеты на поезд, я их отвезла на вокзал. Кто со мной уже давно и смотрит мои ролики, тот знает, что очень часто поезда у нас здесь опаздывают. И из моих личных таких впечатлений на 100% это 90 всегда поезда опаздывают. На 5, на 10, 15, на 20, на час, полтора иногда поезда опаздывают. Были разные, всевозможные такие приключения в дороге. Поэтому никогда ты ничего толком не знаешь. Особенно если ты едешь с пересадкой и тебе надо пересаживаться на другой поезд. И когда, например, я смотрю в расписании, что 10 минут между поездами, я никогда не покупаю билет на такие маршруты, потому что это 99,9 ты не успеешь. Тогда вопрос, зачем такие расписания составлять, для меня тоже загадка. Раньше, лет 10 назад, ну и до недавно даже был главный аргумент, почему так происходит, потому что идет глобальный ремонт дорог, меняют рельсы и так далее, и поэтому там какие-то участки ремонтируют, поэтому опоздания и так далее. Ну, я думаю, тоже это можно включить в расписание, вот эти вот всякие ремонтные дороги, а не заставлять пассажиров, особенно летом, переживать за то, успеют они или нет. Но это уже совсем другая история, но это так мои размышления на эту тему. Зачем, если вы знаете, что есть ремонтные дороги, так составлять график, не учитывая вот этих вот разных нюансов? Тем более, что графики не составляются раз на год, они в зависимости от сезона меняются. Поэтому я думаю, что это все можно учесть, вот, если есть воля. Но неважно. Вот такие у нас реалии с железной дорогой. Ну и вот сегодня я отвезла детей. Звонит мне муж, и как там дела? Вот, я говорю, ну пока что вот входим в здание вокзала, а мы входили, там было что-то 6 минут до отхода поезда. Или до прихода поезда. Вокзал небольшой, так что там спокойно на перрон можно выйти. Я говорю, ну вот входим, сейчас посмотрим на табло. Заходим на вокзал, смотрим на табло, на наш поезд. Все нормально, ничего не написано. Если 6 минут до прихода поезда ничего не написано, я говорю, тут смотри, говорю, как раз нам сегодня повезло. Ничего, ни опоздания нету, все по расписанию. Ну так классно, все, положила трубку, рассоединилась, входим на перрон, объявляют наш поезд. Приходит такой-то, такой-то поезд, такие-то вагоны в начале поезда, такие-то в середине, такие-то в хвосте поезда. То есть у нас был вагон в середине поезда, то есть мы на перроне заняли такое место, где более-менее становится наш вагон. Встали, и через секунду новое объявление. Поезд такой-то, такой-то, который должен прибывать тогда-то и тогда-то. Опоздание на 60 минут. Вот такого у меня еще не было. Когда уже объявили приход поезда на перрон и местонахождение вагонов, и тогда только они говорят, что аж на 60 минут поезд опаздывает. Вот как такое можно людям сделать? Люди с багажами, с маленькими детьми по ступенькам, по подземному переходу пришли на перрон, чтобы услышать, что теперь до 60 минут ветер был холодный, и вот так вот сидеть на перроне, дети захотят в туалет, туда 60 минут, это все-таки время. И это значит, вот с этими багажами, вот я только детей своих провожала уже взрослых, а вот сколько раз я путешествовала с маленькими детьми, когда багажи, и надо вот это вот бегать опять по перронам куда-то. Это кошмар. Ну и мы, конечно же, не сидели на перроне 60 минут, мы вернулись в здание вокзала. И представьте себе, первый раз вообще в истории объявили, что
никогда никакой компенсации вообще не было. Я вообще считаю, что если поезд опаздывает вот на 60 минут, вот какой-то процент из билетов должны сказать, приходите в кассу и вам отдадут, потому что, ну, такие опоздания, там многие люди ехали, и у них были и международные поезда на пересадку. И что делать, если у тебя, например, если они идут, например, 40 минут между поездами, ты, конечно же, можешь перескочить, а у тебя 60 минут опоздания, ты уже на международный поезд можешь не успеть. Никто этого не учитывает. И что же произошло? Объявили, что тем, кто едет этим поездом, можно прийти в буфет и будут давать еду. Мы пошли с этими билетами, и там делали чай, кофе, или давали бутылку пол-литровой воды и такую довольно большую вафельку шоколадную, или там батончик шоколадный довольно большой. Это было первый раз в жизни, когда вот такая была компенсация. Ну, хотя бы это, например, нам уже не сделали чай, кофе, потому что уже должен был подойти поезд, она там бежала в поезд, что там буфетчица какие-то продукты должна была загрузить в поезд, так что дала воду и дала вот эти вот сладости. Этого никогда не было, вот потому я в шоке. Первый шок это от того, что вот так объявить поезд, а потом сказать, что он опаздывает, а второй шок, что хотя бы что-то людям дали. Но это уже, конечно же, хорошо. Хотя в идеале было бы, чтобы они какую-то сделали компенсацию на такие опоздания. У меня даже был такой когда-то случай, что было и 1,5 и 2 часа опоздания поезда. Представляете? 2 часа опоздания поезда. Ну куда это годится? Вот такие сегодня приключения. Мне будет очень интересно, чтобы вы написали, как в ваших странах ходят ли регулярно поезда. Такая же это болючая тема, как в Польше, вот эти опоздания. Если есть опоздания как пассажиров, какие компенсации пассажирам или вообще они есть, вот напишите вот такую ситуацию, что у вас с поездами. Мне будет интересно почитать в комментариях обратную связь. Ну и, наверное, другим тоже будет интересно узнать. И пишите также в Польше, какие у вас были приключения с поездами, с опозданиями. Вообще вот это тоже будет очень интересно. Вот в сквере, в котором я сижу, честно говоря, я здесь первый раз. Вот. И не думаю, что он очень популярный, но то, что радует, это газоны подстрижены, нету ухоженный он, чистенький. Ну, конечно же, такие вот эти, как сказать, тропиночки неухоженные зарастают уже травой. Но то, что здесь, как сказать, подстрижена трава, нету бурьянов, и вот даже такая площадка для занятий, это очень классно. Поэтому здесь еще пару минут посижу. А иногда бывает так, что в центре города такие заросли, как на озере. А здесь вот так вот хотя бы можно нормально пройтись.